Привет, друзья! Я приехал в мистическое место, священное для многих латышей и других людей, которые верят в мистику, аномалии и всякие такие вещи. Это Покойнский лес, он находится в Латвии, где-то в 90 километрах от Риги. И здесь есть много мест, которые считают точками силы. С научной точки зрения это место особо ничего интересного не представляет. Считается, что здесь когда-то были обряды у язычников, здесь жили какие-то племена, а может быть и нет. В общем, это место обросло больше легендами, чем фактами. Считается, что, заходя сюда, надо с этим местом поздороваться, спросить разрешение на вход, а когда войдешь, здесь можно почувствовать что-то необычное, изменение самочувствия, учащенный пульс, присутствие чего-то там стороннего. Ну, в общем, посмотрим. Пойдем, погнали. Все покажу, расскажу, а потом опишу свои ощущения. Иварвик, по-латышски Иварсвикс, в память о котором установлена эта памятная табличка со стихотворной строфой его сочинения, был человеком неоднозначной судьбы. Свою жизнь он посвятил исследованию языческих и христианских святых мест на территории Латвии, искал утерянные древние знания, считался ученым и целителем среди людей похожих воззрений. В 1990-е годы, когда на территории всего бывшего Советского Союза из всех телевизоров занимались псевдоисцелением и заряжанием целебной воды экстрасенсы Анатолий Кашпировский и Алан Чумак, в Латвии в это время признанным экспертом в области потустороннего стал уже пожилой Иварвик. Он родился в 1933 году. Именно благодаря Вику Покойнский лес в 1990-е годы стал известным местом притяжения для всех людей, которые верили в места силы, в исцеляющие прикосновения к камням, в языческие обряды, в заряжающие силой энергетические поля и возможную связь с потусторонним миром, если находиться в определенной географической точке. Иварвик прожил до 2002 года и написал отдельную книгу, посвященную лесу Покойню. Правда, в этой же книге используется такое понятие, как древняя латышская цивилизация. Также утверждается, что древнее мифологическое лето – это и есть Латвия, поскольку лето – это однокоренное слово с названиями Латвии на некоторых европейских языках. Например, на немецком Латвия – Lettland, на французском – Летуни. А поскольку европейские языки произошли от древнего латинского, а в нем уже было слово «лето», то древняя латышская цивилизация существовала уже во времена Древнего Рима и Древней Греции, в эпоху Геракла и Одиссея. Кроме того, по мнению Иварвика, надо задуматься над тем, что древние скандинавские боги описывались как светловолосые красивые люди, а это совпадает с внешним обликом латышей. Можно ли это все назвать научной гипотезой, пусть обсуждают историки и ученые. А мы продолжаем идти по Покойнскому лесу. Кучи камней и валунов, которые периодически встречаются на территории леса, считаются его загадкой. Якобы непонятно, почему они собраны в кучи, кто и когда это сделал и с какой целью. Есть теория о том, что это места древних языческих обрядов балтославянских племен, ну или в концепции Иварвика древних латышей, которые складывали камни в так называемых местах силы или местах поклонения древним богам. Что же мы видим в действительности? Даже взглянув невооруженным глазом, можно сделать вывод о том, что некоторые кучи камней являются очевидным новоделом. Они даже не успели обрасти мхом. Но есть и кучи и сады камней, которые лежат уже много лет нетронутыми.
Латвийские историки выдвигали предположение, что камни могут отмечать места древних захоронений, но проведенные археологические изыскания показали, что под камнями ничего нет. С геологической же точки зрения тоже нет ничего удивительного в таком большом количестве камней в лесу. Покойнский лес находится в холмистой местности, где слои разных геологических эпох после ледникового периода могут находиться все вместе одновременно над современной поверхностью Земли. Если в этих слоях есть залежи железной руды и других металлов, то вполне вероятны и магнитные аномалии, и слегка повышенный естественный радиационный фон. Кроме того, уже доказанный научный факт. Под Покойнским лесом есть геотермальные воды, которые тоже вносят свой вклад в мифологизацию этого места, а именно создают одно из чудес леса. Некоторые большие каменные валуны всегда теплые. Есть научное объяснение кое-чему из происходящего также у физиологов и врачей. То, что в Покойнском лесу у многих людей учащается пульс, это не аномалия и не мистика. Наукой уже доказано, что изменения в магнитном поле Земли могут влиять на электрохимические процессы в человеческом организме, где кровь является электролитом. Тому пример – магнитные бури, на которые болезненно реагируют многие метеозависимые люди. Если в Покойнском лесу есть места с повышенным магнитным полем, то учащение пульса – это закономерно и естественно. Всего в Покойнском лесу насчитано ровно 30 холмов. Каким образом насчитано – большой вопрос, так как четких границ у леса нет, а за его границами тоже есть холмы. Тут, скорее всего, имеет место быть такая идея – отсчитать 30 холмов и территорию, на которой они находятся, а это более 400 гектаров, назвать лесом Покойню. Остальное – это уже другой лес, обычный, ничем не выделяющийся от других лесов. По эзотерической концепции в древние времена на каждом из 30 холмов Покойнского леса мог находиться жрец-друид, и все вместе они творили какую-то магию, например, управляли погодой. Кстати, само происхождение названия Покойню или Покойни Ивар Вик объяснить не мог. По его словам, оно не латышское, а более древнее. Тем не менее, теорию латышского происхождения названия он выдвинул. Заключается идея в следующем. В латышском языке есть слово «пога», что по-русски означает «кнопка». По мнению Вика, холмы Покойнского леса – это кнопки, которые могут влиять на энергетическое поле, на аномалии и всякие такие штуки, если этими кнопками управляют жрецы. Связывать название со славянским корнем «покой» Ивар Вик даже не пытался. Почему? Есть пара предположений. Во-первых, было бы слишком прозаичным принять теорию, что этот лес балтославяне могли издавна называть спокойным, поскольку природный рельеф, то есть деревья и холмы, защищают эту территорию от ветров самым естественным образом. Во-вторых, любые отсылки, которые могут привести путем логических размышлений к русскому языку, в концепции древней латышской цивилизации Ивара Вика не могут допускаться. Завершая рассказ, перечислим приписываемые Покойнскому лесу чудеса и особенности, которые якобы наблюдаются и в наши дни. Здесь никогда не бывает плохой погоды. Здесь можно попросить у высших сил исполнения заветных желаний. Здесь можно исцелить некоторые болезни с помощью камней. Здесь можно пообщаться с высшими силами, если знаешь, как это делать. Если ты, например, жрец. Здесь находится необычайной силы энергетическое поле, которое даже видно из космоса астронавтам НАСА. Здесь ночью происходят потусторонние явления. Например, находишься в одном месте, а потом оказываешься в другом, и не можешь вспомнить, как туда попал. Здесь можно встретиться с НЛО в виде светящихся шаров, которые не видны глазом, но они покажут себя на фотоснимке. Отсюда нельзя ничего забирать, особенно камни, иначе случится несчастье. И вообще, Покойнский лес –
Это единая энергосистема из камней, холмов и мест силы. Эта система может управлять процессами во всем мире, но древние знания о том, как это делать, утеряны. Прежде чем мы выйдем из леса, нужно сказать о несколько прозаичных вещей. Перед входом в лес находится информационный центр и касса. Гениально. Гениально. Ну что, друзья, дело идет к выходу из леса. А все, что я слышал, все, что видел, я показал в видео. Но в таких местах, конечно, самое важное, что человек чувствует. Итак, рассказываю о своих чувствах. Начну, наверное, с предисловия. Когда православный христианин заходит в православный храм, он чувствует, что он находится в некоем святом священном месте. Когда туда же заходит правоверный мусульманин, он ощущает себя скорее в музее, но никак не в священном месте. Ну, это мое предположение. Ну, так вот, когда я зашел в Покинский лес, я почувствовал себя тут на протяжении часа с небольшим, примерно так же, как ощущаю себя в любом другом лесу. Никаких особых ощущений, никакого открытия третьего глаза, никакого изменения самочувствия. В общем, лес как лес, туристический объект. К счастью или к сожалению, не знаю, никакой мистики я здесь не нашел. Так что вот опять я шлепаю к выходу. Там уже снова вон вижу ворота, через которые входил. Ну вот, собственно, и все. Счастливо, пока.